Приветствую всех на своем канале. Сегодня видео про маточник для самок. Я вам расскажу, какие размеры у моих маточников. Также расскажу, какие маточники у меня были до этого и почему я от них избавился. Ну а также расскажу об ошибках, которые я совершил, когда делал данные домики для своих красавиц. Кто смотрит мои видео давно, тот видел мои маточники. Ну а кто не смотрел, я напомню. То есть у меня была одна большая клетка, где-то 50 на метр 20 или метр 30, и там просто стояла перегородка с отверстием, наподобие такого, с отверстием для входа в этот маточник. Ничего придумывать я не стал, просто огородил клетку. С одной стороны был маточник, ну а с другой стороны сидела сама самка. Почему я отказался от таких маточников? Все очень просто, они были неудобны в обслуживании. То есть я клетки обжигаю. Соответственно, чтобы обжечь ту клетку со встроенным маточником, уже готовым, да, с перегородкой, мне нужно было убрать как крольчат, так и самку. Потому что, обжигая огнем, была вероятность, да, что, не дай бог, я самку, например, зацеплю огнем и так далее. То есть мне приходилось убирать их всех. Бывало так, что у меня раньше клетки стояли в 3 яруса, и приходилось вот эту тяжеленную клетку, чтобы обжечь ее, ее нужно было спускать. Ну, это как бы нелегкий труд. Но поэтому я как бы и отказался, да, от такого варианта. Время шло, менялись условия содержания у меня в хозяйстве, менялись клетки, и я вот от тех маточников начал думать, ну, отказался, да, и начал думать, какие маточники мне нужны, да, для, так скажем, нынешнего времени, да, для нынешних условий. То есть клетки у меня уже другие, соответственно, и маточник должен быть другой. Думал и пришел вот к таким вот маточникам. Маточник встраиваемый и мобильный. То есть я его могу при любом желании вытащить, продезинфицировать с крольчатами, крольчат убрать, самка остается в клетке. То есть мне уже не нужно будет саму клетку вытаскивать, либо вытаскивать и крольчат, и самку. Поэтому я остановил свой выбор на таких вот мобильных маточниках. Ну а сейчас я расскажу вам размеры данного маточника. Что касается размеров, тут я мудрить не стал изобретать Америку. В общем, здесь у меня глубина или ширина, как называйте как хотите, у меня 45. По ширине маточник также 45, с этой стороны 45, ну и здесь также 45. Здесь я сделал отверстие. Кому интересно, напишите в комментариях, я отдельный ролик выпущу, как сделать вот такие вот штучки для задвижки. Вот так. Вот такая вот у меня задвижечка есть. Вот. Высота у меня 40 сантиметров. Маточники у меня все под все клетки, также под основные маточные клетки. В моих видео я часто показываю, где такие вот маточники у меня в клетках стоят. Ну а также такие маточники подойдут и под вот такие вот длинные клетки. Это у меня будет летний вариант, то есть вот эту вот, где кормушка стоит, я сетку на саморезах, я ее буду убирать, буду вставлять вот этот маточник. Ну, единственное, что вот с этой вот стороны придется сделать какое-то окошечко или дверцу, потому что оно будет открываться сюда, и мне нужно будет наблюдать за крольчатами. При необходимости их можно вытащить, посмотреть, пощупать гнездо. Как бы вот она, клетка длинная. Вот под нее их у меня 5 штук, соответственно, мне еще нужно немножко маточников доделать. Это будет летний вариант. Вот. Здесь дно я сделал отверстия, сделал их достаточно такими крупными. До этого у меня было сверло, не помню, то ли на 6, то ли на 8. Я сделал очень часто эти отверстия. Для чего? Для того, чтобы, когда крольчата, они же пьют молоко, они же потом ходят в туалет, чтобы это все стекало. Но маленькие отверстия не зарекомендовали себя с хорошей стороны. Вот, и там как бы, ну, плюс дерево она впитывала, то есть оставалось много. Но после того, как я сделал большие отверстия, все стало уходить. Лужи от крольчат намного стали меньше, то есть все уходило. Что касается, например, размеров
маточника, ну тут мнения у людей расходятся. Одни говорят, нужно сделать побольше, другие нужно сделать поменьше. Ну а вы в свою очередь учитываете тот момент, какую породу вы держите. Естественно, если для фландера нужен один маточник, для рекса совершенно другой маточник. Но сильно большой я бы не советовал его делать, ну потому что от него нету смысла, да. Кролик, для чего нужен маточник самки? Чтобы она окролилась здесь спокойно, приходила сюда, покормила, вышла. Ей здесь ни бегать, ни сидеть не нужно. Сильно маленький маточник я бы тоже не стал бы делать, так как самка, она может запрыгивать, в этом маточнике она должна разворачиваться, покормила, развернуться и опять же выпрыгнуть. Есть вероятность того, что она может затоптать крольчонка, либо поцарапать его когтями. И чтобы этого не произошло, сильно маленькие маточники я бы не делал. Есть такие самки, которые, ну так скажем, гиперактивные, да. То есть они могут скакать в маточнике, как, например, у меня. Я когда захожу в крольчатник к самкам, я начинаю открывать основную клетку, самка сразу забегает сюда в маточник. То есть, а тут уже крольчата, и она начинает тут по кругу бегать, то ли защищает маленьких крольчат от меня, то ли от радости, то, что она рада меня видеть. Вот для этого я и придумал вот такие вот штуки, чтобы можно было спокойно, когда заходишь, перегородил, закрыл, все. Я могу спокойно здесь рассматривать крольчат, самка где-то будет бегать в стороне. То есть, как бы я защищаю своих крольчат. Маточник у меня полностью на шурупах. 3 шурупа. Вверх, середина и низ. Все, я использовал OSB, USB, не знаю, кто как называет. Я его просто прикрутил одну сторону к другой. Все, маточник у меня получается готовый. Ну а теперь хочу рассказать об ошибках, которые я совершил, когда делал вот данные домики для своих красавиц. Хочу рассказать вам для того, чтобы вы их не совершали. Первую ошибку, которую я совершил, когда делал данный маточник, это вход посередине. В старых маточниках, вот в этой перегородке, у меня был вход строго посередине. В чем же моя ошибка? Все очень просто. Если мы делаем таких вот маточек, я в своем маточнике, да, в размере 45 на 45, если я делаю здесь вход посередине, у меня по краям остается совсем мало места. Не всегда самка может окролиться там, где нам нужно, к примеру, да. Она может окролиться здесь посередине, она может быть окролиться чуть дальше. И когда вход посередине, по крайней мере я по своим самкам замечал, они запрыгивают, начинают в этом маточнике разворачиваться, крольчата посередине, они начинают их топтать. Бывало даже такое, что они могли поцарапать этого крольчонка. Они когда кормили, могли на одного наступить, остальные кушают, а она пока их кормит, на нем сидит, ну, соответственно, маленькие крольчата, они очень хрупкие, да, ну, соответственно, она его просто задавливает. У меня бывало иногда, но бывали такие случаи, когда она вот просто затаптывала. То есть они оказываются посередине, даже если я их куда-то передвигаю, но особо и передвинуть-то некуда. То есть вот она посередине заскакивает и все, вот они, пожалуйста. То есть это была моя, ну так скажем, большая ошибка, после чего я переделал маточник, я сделал вход строго сбоку, ну можно слева, можно справа, у меня и такие есть. Вот, соответственно, здесь у нас остается гораздо больше расстояния, ширины. То есть, если даже она родит где-нибудь здесь у порога, либо там чуть-чуть дальше, этих крольчат, там сколько их, 8-10, к примеру, неважно, их можно сместить вот в этот угол. То есть, они, получается, в этом углу полностью в безопасности. То есть, самка сюда запрыгивает, она тут же разворачивается, и все, вот крольчата, она их начинает кормить, вот в этой вот стороне. Соответственно, потом она их откармливает, тут же разворачивается и тут же выпрыгивает. Все, никаких травм она, ну, нанести им, в принципе, физически не может. Ну, может быть, нанесет, но это вообще из разряда исключения. По крайней мере, сколько раз я наблюдал, как она кормит, как она запрыгивает, как она разворачивается. Ну, там полностью крольчата в безопасности. Вот, все, когда я эту ошибку исправил, все, у меня перестал, так скажем, идти падеж маленьких крольчат из-за того, что она на них топталась. Моя вторая ошибка — это высота вот этого вот бортика. До этого у меня было сантиметров 20, наверное, может быть 22. Ну, точно сейчас не помню. Помню, было высоко. Многие, конечно, сейчас скажут, чем выше, тем лучше.
Ну, я с этим поспорю. По крайней мере, судя по своим самкам, есть самки более легкие, а есть более тяжелые. И когда бортик сильно высокий, я замечал, да, они когда прыгают сюда, некоторые просто не могут физически до конца сразу перепрыгнуть этот бортик и цепляются, если беременные, могут цепляться животом, а это, соответственно, удары по животу, а это тоже не есть хорошо. Либо задними лапами, когда перепрыгивают, задними лапами обязательно бьются об этот бортик, если он сильно высокий. Ну а это, понятное дело, это травма. А потом мы удивляемся, а что с кроликом не так, откуда у кролика какое-то увечье. Вот отсюда, скорее всего, вот такие вот увечья. Сильно маленький бортик многие боятся делать. Ну, боятся то, что крольчата на сосках, когда самка откормит, они могут выпрыгнуть. Ну, здесь соглашусь, у меня даже на вот этих, у меня 15 сантиметров высота бортика, у меня редко, но все равно выпадает. Но я себя подстраховываю в этом плане. У меня вся клетка, где сидит самка, пока крольчата маленькие, пока они не начали сами выходить из маточника, у меня все застелено соломой. То есть даже если бывало такое, что я утром иду кормить, крольчонок за мамкой, получается, она его на сосках вытащила, он там сидит приспокойненько где-нибудь в уголку на этой соломе. То есть он в любом случае жив, он в любом случае не замерзнет, и он в любом случае не провалится в ячейку из-под сетки. С внутренней стороны бортик у меня немного меньше, то есть если снаружи у меня 15 сантиметров, ну здесь плюс внутри солома, ну сантиметров 10. В принципе, для меня этого вполне достаточно, да, и как я уже сказал ранее, даже если он вылезет, этот крольчонок, он все равно не замерзнет, никуда не денется, никуда не провалится. Все, он будет в зоне видимости, что я приду, я его увижу, я его обратно запихаю. Все, после того, как я сделал бортик вот эти вот 15 сантиметров, уменьшил, то есть я заметил, что мои самки спокойненько, даже беременные, перепрыгивают, не цепляются лапами. Ну, то есть все, как бы проблемы исчерпаны. Вот такие вот две ошибки, которые я исправил в данном маточнике. Ну, так скажем, после этого у меня, ну, все вот эти маленькие проблемки, но они исчезли. Я не говорю, что мои маточники это идеальные маточники, и стремиться копировать те маточники, мои маточники, ну, я не знаю, дело каждого. Если хотите, делайте такие маточники, но они мне очень нравятся. Я уже говорил в начале видео, что они встраиваемые, они мобильные, то есть это как раз для меня. То есть я вытащил, я продезинфицировал, я обжег, никаких проблем нету. В ютубе много видео различных про маточники. Каждый хозяин в своем доме. То есть он сам смотрит по своим условиям, по своим клеткам, какие маточники ему более-менее удобны. Ну, я нашел свой вариант. Меня, в общем, в принципе, такие маточники устраивают. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. На этом все, друзья. Всем здоровья, всем пока-пока.